Привет, друзья! Вы на канале «Каждому свое». С вами я, Юра, и мой друг Андрей с канала «Будни путешественника». Всем привет! После прошлого выпуска видео очень много было комментариев с просьбами найти вторую землянку походного оптимиста. Землянку у березы, или еще ее называют землянка в диком лесу. И мы с Андреем не смогли устоять и отправились на поиски этого таинственного места. Ведь там никого не было, кроме самого хозяина и, может быть, близких его друзей. Путь в эту землянку совсем не близкий. А мы сегодня встали около, наверное, 6 Да. часов утра, Андрей, да? Мгм. А время уже 2 часа дня. С 6 часов утра мы продолжаем поиски землянки у березы. Давайте вы поможете нам в этом поиске, поставите нам побольше лайков, и это смотивирует нас найти ее скорее и показать ее вам. Дошли до места, где кабаны просто перерыли здесь все своими носами. Посмотрите просто, какая огромная тропа. Это все вырыли кабаны. И мы идем по их следам. Надеюсь, они нам не попадутся, да, Андрюх? Не должны. Ага. Дошли до какого-то очередного высохшего, пересохшего озера. Также здесь много следов кабанов. Видимо, они сюда приходят. Смотри, не землянка. Ништяк. Нашли ее. Пойдем. Хотя бы на улице не будем сегодня спать. Вот мы, наконец, и нашли эту тайную землянку. Землянку у березы. И вот это та самая береза и та самая землянка в диком лесу. Лес по-настоящему дикий. Никаких троп здесь нету. Ни людей, ни грибников. По-настоящему дикое место. Друзья, вы не представляете, насколько я сейчас рад найти это место. Ведь это уже вторая землянка, которую я посетил. Это вторая землянка походного оптимиста. В этом месте уже очень давно никого не было. Сейчас давайте вместе с вами зайдем туда внутрь и посмотрим, как обстоят дела внутри. Мало ли что там произошло. Сразу бросается в глаза очень большое количество бревен здесь заготовленных. И, конечно же, печка знаменитая походного оптимиста. Стена внешняя в плохом очень состоянии, как видите. Здесь даже грибы начали расти.
Эта стена нуждается в каком-то уходе срочном, потому что если ничего не сделать, она вся сгниет. Керосиновая лампа. Лежаки. Один и второй. Насколько я помню по видео Дмитрия, этот второй лежак, он откидной. Сковородочка, как раз на которой мы будем сегодня с Андреем готовить ужин. Газ. Гвозди, оставленные, наверное, хозяином. Рулетка. И тетрадь посещений. На самом деле, когда я шел сюда, я готовился к более худшему результату. Ведь в этой землянке уже очень давно не было хозяина. И могло случиться все, что угодно. Но все здесь в порядке, все на месте. Как будто бы совсем недавно ее посещал походный оптимист. И следов мышиных здесь я практически пока не замечаю. Все чистенько и убрано. Давайте посмотрим журнал посещений. Кто ее посещал. А она пустая. Мы с Андреем сделаем первую запись в этой тетради. Мы первые посетители будем этой тайной землянки. Ну вот, друзья, мы убедились, что с этой землянкой все в порядке. Сейчас будем с Андреем мы располагаться здесь, топить печь, греться и готовить вкусный ужин, потому что солнце уже вот-вот сейчас сядет. Заносим рюкзаки в землянку и будем топить печь. Привет! Как вы там? Очень большое количество дров Дмитрий оставил внутри землянки. Они все сухие. И можно просто наколоть их вот в такие маленькие щепки и не искать и не пилить ничего нам сейчас. Большое спасибо Дмитрию, походному оптимисту, за эти дрова. Стоит обратить внимание, что здесь нет и намека на мышиный помет. Ну и неудивительно, ведь здесь никого давно уже не было, а мышкам, как известно, хочется кушать, а кушать здесь нечего. Затапливаем с Андрюхой сейчас печку. Неизвестно, сколько эта малышка не топилась. И сколько времени из этой трубы не шел дым. В целях безопасности мы с Андреем, когда посещаем такого рода землянки, всегда берем с собой вот такой датчик угарного газа. Он показывает задымление и уровень
угарного газа в помещении. Вот сейчас затопили мы печь. Все в порядке, по нулям. Поставим его. Вот здесь, я думаю, да, Андрей? Думаю, да. И спать будет спокойнее. Пора подкинуть еще дрова. И печка кушает, как мы, немало. Да, только мы, Андрюх, еще не кушали. Да. Ну пусть печка покушает, а мы попозже покушаем. Спасибо еще раз Дмитрию за дрова. Наверняка среди зрителей найдутся грибники. Подскажите нам, пожалуйста, что за вид такой грибов на этой стене растет? Красота. И не облачко, заметь. Да, сегодня прям такая ясная погода. Закат прям как подсвечивает красиво. Пару елочек он стоит. Пока землянка у нас сейчас протапливается, мы с Андреем спустились к речке. Речка, конечно же, уже вся обмелела. Можно прям идти вдоль нее спокойно. Как тебе, Андрей, вообще это место? Очень тихо здесь. Здесь прям как будто вне цивилизации находишься. То есть тишина такая. Вообще красота. Жалко, что сейчас не лето, немного об этом жалею. А то мы бы, наверное, с удовольствием сейчас здесь искупались, нырнули в это. Тоже верно, да. Единственное, что цивилизация напоминает, это вот самолет сейчас при нас летит. А так? Напоминает нам о людях. Да. А так мы с тобой сейчас одни здесь, в этой глухомании. Да. Буквально вообще просто никого. Даже животных мы не встретили. Единственное, наверное, бабочка только. Да, но следы, смотри, следов много. Да. Вот Ну, какие-то копытные большие следы, как будто это следы лоси. Возможно, да. Это, мне кажется, не косули, это слишком здоровые следы, смотри. Вот след моей ноги, след копыта, огромный просто. Так что животных здесь крупных причем, наверное, в полном достатке. Пока мы с Андреем гуляли вдоль реки, наслаждались красивыми видами, внутри землянки образовалась практически идеальная температура для комфорта. Сколько там, Андрей? 25,3. 25,3 градуса, и это причем в самом дальнем углу датчик висит, да? Угу. Сейчас будем располагаться и готовить ужин, потому что не ели мы с тобой с самого утра. Да. Все верно. На ужин у нас сегодня будет индейка, стейки. Пожарим их на сковородке.
все, наше блюдо готово. Это индейка с рисом и с овощами. Выложили мы это все на сковородочку с Андрюхой. И сейчас будем это вместе с вами дегустировать. Очень не хватает нам здесь Николая, конечно же. Да. Потому что Коля, вместе, привет. да, вместе мы с ним строим землянку под золотым кленом. Но ничего, в следующем выпуске, Коль, мы тебя обязательно, я думаю, увидим. А Да. пока будем пробовать вдвоем. Всем приятного аппетита, кто, кстати, кушает тоже. Приятного. Мясо готово, да? Да, первая еда за сегодня. Вчера, перед тем, как поехать в это место, я пересматривал видео Дмитрия, походного оптимиста, в этой самой землянке. И я наткнулся на видео, где он заболел именно здесь, находясь, когда строил эту землянку. И мне пришла мысль, а вдруг, мало ли, кто-то придет сюда также. Например, Андрей сюда приедет один, или я, или кто-нибудь другой, какой-нибудь путник. И не дай бог, конечно, но что-либо с ним тоже такое случится. Мало ли что. И я взял с собой небольшой набор, конечно. Мы его будем периодически пополнять, приезжая сюда. Здесь будет какая-то такая небольшая стационарная аптечка. То есть это всякие противовоспалительные, противоаллергические, против там температуры и прочие таблетки, которые наверняка могут здесь пригодиться. Выбрались сейчас с Андреем из землянки на улицу, подышать свежим воздухом. И заодно пожарим сосиски на костре. Подходит сегодняшний день к концу. Особо мы с тобой ничего особо-то и не успели сделать, да? Отдыхали только. Отдыхали. Ну, мы долго очень искали эту землянку, практически весь день световой, да? А световой день очень короткий сейчас. Но нам повезло найти ее, потому что мы сейчас смотрим на улице, вот -1. Как бы, если бы мы не нашли бы, представьте, мы бы спали бы на пенке бы и в спальнике. Мне даже сложно это представить, Андрюх. Это холодно. Это просто мы бы задницы отморозили с тобой. Поэтому оставим все дела на завтра. А сегодня просто будем отдыхать и наслаждаться тишиной в лесу и костром. Всех с добрым утром. Спалось очень даже комфортно. Сейчас посмотрел, а внутри землянки температура 19 градусов. Лесные звери никакие нас ночью не беспокоили. Мышей тоже, кстати, не было совсем. Не шуршал никто. Просыпался я ночью только. Один раз печку затопить. Я посмотрел, время было 4 часа утра. Затопил печку. А так как лежак мой находится прям рядом с самой печкой и с выходом трубы, я ее затопил, и жар пошел от нее прям к моим ногам. Долгое время из-за этого не мог уснуть,
потому что мне прям ноги начинало обжигать. И, наверное, около часа только лежал, ждал, когда она немного уже остынет, эта печь. А так, ночь вполне комфортная была. В общем, какие планы на сегодня? Просыпаемся, сейчас завтракаем, умываемся. Потом пополняем запас дров, которые мы израсходовали за ночь. И занимаемся дверью. У двери, если посмотреть на нее, достаточно очень большие щели. И если сейчас это не критично, даже хорошо, наверное, какая-то вентиляция создается, то зимой, если кто-то придет сюда зимой, будет очень сильные теплопотери из-за этих щелей. И мы их с Андреем сегодня закроем. Не знаю, слышно вам или нет, как трещит подо мной, уже начинает трещать лед. Вот-вот, и река уже здесь скоро схватится. Приехать бы сюда зимой и покататься здесь на коньках. Вот было бы классно. Как много здесь всяких ракушек. И следов очень много звериных. Пойдемте со мной, погуляем еще здесь вдоль берега. Может, еще что-нибудь интересное найдем. Смотрите, как сильно обмелел берег. Да, вот это да. Стою чуть ли не на середине реки сейчас. Вот прям рукой подать до другого берега. А тот берег, смотрите, весь осыпается, и сосны падают.
Очень, конечно, такое живописное место. Еще такой небольшой туман. Красиво здесь. Ну вот, немножко мы с вами прогулялись с утра. Насладились красотами утренними у реки. А теперь пойдемте обратно сейчас в землянку. Нужно уже заниматься делами, заготовкой дров и утеплением самой землянки. Утеплять дверь, закрывать все щели на зиму, чтобы в дальнейшем, в будущем здесь было тепло и уютно. Пойдемте. Вот про эти щели я сегодня говорил с утра. Особенно сверху вот здесь хорошо заметно такая большая щель. Вот ее сейчас будем джутом и затыкать. Ну вот, в общем, как получилось закрыть щели. Теперь здесь теплопотери уже не будут. Ну или будут, но минимальные. Дверь при этом открывается и закрывается хорошо. Конечно, здесь плесень уже глубоко въелась. По-хорошему бы здесь вообще менять вот эту всю стену внешнюю, разбирать и новые бревна ставить. Но мы здесь не хозяева, мы здесь только гости, поэтому можем только заниматься вот такими мелким ремонтом, можно сказать. А трогать какие-то изменения глобальные вносить мы уже не будем. Ну и ручку бы сюда это по-хорошему тоже какую-нибудь сделать. Потому что дверь так уже достаточно плотно закрывается. И открывать вот так вот будет тяжеловато. Но так в целом неплохо. Стоило нам сегодня утром сказать о том, что мышей нету совсем. Как вот они уже и пришли. Ну, пока ее не видно, но слышно ее достаточно очень хорошо. В общем, она где-то там застряла, видимо, между стенами и скребется. В общем, все проснулись вместе с нами. И мыши, и бабочки. Друзья, хочу поделиться с вами отличной новостью. Те, кто давно подписан на наш канал, знают, что землянку под золотым кленом мы строим при помощи слабенькой электропилы.
Ее мощности хватало нам максимум на 15 минут работы, что очень тормозило и замедляло строительство нашей землянки. Всю остальную работу нам приходилось выполнять при помощи простой ручной пилы, что было очень неудобным и тяжелым занятием. И, наконец, Вселенная нас услышала. Производитель фирмы «Хутор» предоставил нам свою топовую модель из линейки бензопил. У модели этой пилы мощность двигателя целых 4,5 лошадиные силы, а длина шины целых 50,5 сантиметров, что будет полностью удовлетворять наши потребности. При помощи этой пилы мы планируем не только заготавливать дрова для растопки печи, но и еще распиливать бревна на доски. Предлагаю сейчас вам вместе со мной испытать эту модель бензопилы в деле. Андрей решил тоже испытать эту бензопилу в деле и расскажет впечатления о ней. Слушай, ну такой пилой вы в своей землянке хорошие сделаете, полы ровные, да причем и быстрые, да еще и не замерзнете. Рекомендую. Чтобы время зря не терять, вот здесь вот на улице возле столика решили сделать небольшую лавочку. Может быть, потом в дальнейшем сделаем еще как-то одну и украсим как-то. Ну и столик нужно тоже бы, наверное, поменять, потому что он уже старенький, маленький и наладом дышит. Заготавливаем сейчас с Андреем дрова. Там под лавку уже не лезут. Думаем сейчас еще под стол туда покидать, потому что снаружи, если их оставим здесь, они просто не высохнут, все намокнут и тяжело будет растопить. Ну а так дров после себя мы оставили более чем сполна. Вот дрова под левым лежаком. И правый лежак тоже полон дров. Так что следующий, кто сюда придет, точно не замерзнет. Сейчас с Андреем допиваем кофе
И уже собираемся домой. Хотели записаться в тетради записей, тетради посещений, но, к сожалению, в этой землянке и у нас с собой не оказалось ручки. Поэтому, видимо, это знак, чтобы мы посетили это место еще раз уже со своей ручкой и оставили след в этой тетрадке. Ну вот и наше путешествие в землянку у березы подходит к концу. Пришло время подвести какие-то итоги. Как вы успели заметить, землянка практически в порядке. Только внешняя сторона вот эта вот у нее гниет немного. За мной. Тут нужно рука хозяина требуется. А в остальном все вполне отлично. Дрова мы после себя нарубили. Более чем достаточно будет следующим путникам. Дверь джутом мы здесь забили. Эту щель у двери, которая торчала, прям очень большая и сильно там поддувала. Лавочку небольшую сделали возле землянки. Прогулялись по лесу, показали вам речку красивую. Поработали новой пилой с Андреем. Пила вообще супер. Да, очень Или довольны круто. ей остались. Мы надеемся, что вы остались довольны тем, что мы посетили это место, показали его наконец вам, потому что очень много людей просило нас о том, чтобы мы сделали обзор этой землянки. Надеюсь, нам удалось это сделать так, как вы просили. Будем сейчас собираться домой, потому что домой путь очень неблизкий, добираться нам очень долго. Ну а вы пишите комментарии нам, ставьте, конечно же, лайки. Мы с Андреем считаем, что мы этого заслужили. Подписывайтесь, конечно, на канал. И ставьте колокольчик, потому что, чтобы ролики смотреть сразу, а не откладывать на время. Ну, мы пойдем. Всем пока. Пока-пока. Вот, кстати, небольшая подсказка. Видите трубу? Из-за того, что она вот такая длинная, мы нашли эту землянку. Если бы труба была короткая и не торчала так высоко, смотрите, то ее не было бы видно.